Всем привет! Сегодня у нас вот такой видеорегистратор с некой проблемой. Проблема заключается в том, что перестал писать регистратор, то есть записывать файлы на диск. При выяснении обстоятельств я приблизительно понял, что жесткий диск в принципе не виден, то есть система его не определяет. И, соответственно, мы попробуем сегодня решить проблему вот с таким вот регистратором. Модель следующая. Сейчас расскажу, какие манипуляции выполнял я. И вообще, что нужно делать, чтобы приблизительно понять суть проблемы, даже если вы просто начинающий пользователь всей этой техники. Также при тестировании этого оборудования вылезла еще одна проблема, то есть он не может нормально загрузиться. То есть монитор подключен, и он постоянно перезагружается. Появляется заставка, затем он пытается загрузиться, пишет no сигнал и перезагружается. И так несколько раз. Может быть, в течение получаса он все-таки включается. Также, если внимательно обратить внимание, то при старте регистратора слышны попытки жесткого диска запуститься. То есть он щелкает, как бы диск вот так проворачивается немного, но не может полностью запуститься. Насчет основной проблемы, что здесь может быть не так. Значит, как я сказал выше, может быть неисправен жесткий диск, может быть поврежден SATA кабель, его мы тоже обязательно проверим. Может быть проблема в самой плате, и что, соответственно, самая сложно устраняемая вещь. И самое распространенное, что здесь может быть, это блок питания. Блоки питания в подобных регистраторах выходят из строя часто. Просто-напросто не хватает мощности, чтобы запуститься жесткому диску. Забегая вперед, скажу, что жесткий диск я уже проверил. Также проверил SATA провод очень простым способом. Взял, отсоединил SATA провод вместе с жестким диском и подсоединил к своему компьютеру. Зашел в управление дисками и увидел, что жесткий диск определился. Также попробовал скинуть в него файлы, все работает прекрасно. Заходим в управление дисками, жесткий диск у нас уже подключен. И смотрим, что он определяется. Будет вот такая вот надпись, либо же он будет с неразмеченным местом, либо же он будет сразу уже с исправным томом. В любом случае, если он здесь в управлении дисками отображается, значит он исправен. Если же его здесь не оказалось, подкидываем другой SATA кабель, в избежание того, что неисправен сам SATA кабель. И если ни в том, ни в другом случае жесткий диск не определяется, то, вероятно, неисправен он. Также, конечно, на всякий случай я сюда подкинул и другой HDD-шник, чтобы проверить, точно ли все в порядке. Оказалось, что то же самое. HDD-шник заранее заведомо известно, что он исправный. То же самое пытается запуститься, диск немножечко трогается с места, но никак не запустится. Итак, решил снять парочку измерений, чтобы понять примерно, что у нас, как обстоят дела. Во-первых, у нас есть фишка с проводами питания жесткого диска. Берем массу, это черный провод, любую, здесь их два, и измеряем. На красном проводе у нас должно быть 5 вольт. Как видите, они имеются, то есть все в порядке по этой линии. Берем теперь желтый провод, должно быть 12 вольт. Итак, как видим, значения у нас колеблятся, но в пределах 11 вольт. Вот, мало ли это много, должно быть 12, насколько нам известно. Так, здесь уже что-то... Но все же в случаях, когда здесь что-то неисправно, вообще здесь даже 1 вольта нет. Бывает и такое. Это уже, конечно, вероятность в неисправной плате. Как видите, напряжение поднимается. Это сопровождается щелканием жесткого диска, попыткой его запуститься. Но мне кажется, что здесь должно быть четкие 12 вольт. Что-то здесь не так. Идем дальше. Теперь берем непосредственно блок питания. Берем его фишку, измеряем. 12,46. Стабильный, ничего не скачет. То есть приблизительно вот так должно быть напряжение. Вставляем его в ресивер и производим измерение. И как видим, напряжение прыгает. При таких неисправностях на видеорегистраторах, кстати, чаще всего обращайте внимание на блок питания. Вероятно, там надулся какой-нибудь конденсатор, вышел из строя. И просто теперь не хватает питания для запуска жесткого диска и для дальнейшего нормального запуска всего регистратора. Ну вот что и требовалось доказать. Как только заменили блок питания на точно такой же. Вот старый, вот сейчас вставлен новый. Сразу же слышно, как заработал, загудел жесткий диск. Но он сразу гудит, слышно, что диски внутри крутятся, головка работает.
Также сразу, без проблем, ресивер, точнее видеорегистратор включился. Сразу автоформатирование жесткого диска произошло под необходимый формат видеорегистратора. И все прекрасно работает. Также устранилась и первая проблема с постоянной перезагрузкой при включении регистратора. То есть сразу две проблемы были устранены путем замены блока питания. Можно было, конечно, это сделать, но просто у меня в запасе был еще один такой. Вот и все дела.